Не каждый владелец домашних животных решится завести нового питомца. А вот спасателю по имени Джордж пришлось принести к себе домой маленьких детенышей рыси и оленя. Дикие звери не только адаптировались в новых условиях, но и подружились с их хозяевами и другими обитателями дома. Однажды бригада, в которой работал Джордж, тушила пожар в лесу. Мужчина знал, насколько это опасно для диких животных, поэтому направил все свои силы на спасение как можно большего количества живых существ. Джорджу удалось вынести из горящего леса маленьких рысенка и олененка. Неся их домой, спасатель думал, как ему дальше поступить с малышами. В неволе такие звери плохо приживаются, но сейчас их отпускать тоже нельзя, так как шансов выжить в лесу самостоятельно у них будет очень мало. Мужчина решил оставить зверей у себя дома и заботиться о них, пока они будут в этом нуждаться. Семье спасателя поначалу трудно было привыкнуть к новым жильцам. Особенно дети испугались того, что в доме живет маленький хищник. Но вскоре стало понятно, что и рысенок, и олененок безмерно благодарны людям за то, что они их приютили. Особенно привязалась к хозяевам рысь, которой дали прозвище Бенджи. Когда Джордж бывал дома, дикая кошка ходила за ним по пятам, ласкалась, как котенок. Когда мужчина уходил на работу, рысь играла с его сынишкой. Мальчик больше не боялся хищника и охотно с ним дурачился. Олененок тоже полюбил спасателя, и с удовольствием ел из его рук чипсы, как маленький щенок. И что очень важно, рысенок и олененок подружились друг с другом, чего не встретишь в дикой природе. Кроме того, звери нашли общий язык с живущими в доме кошкой и собакой. Получилось так, что в семье спасателя дикие животные бок о бок живут вместе с домашними. Рысь и оленя среди людей никто насильно не удерживает. Если они поймут, что хотят жить в лесу, то могут спокойно покинуть дом Джорджа и вернуться в родную стихию. Спасибо за просмотр. Если вам понравился видеоролик, то подпишитесь на наш канал, а также поделитесь этим видеороликом со своими друзьями и знакомыми.